Добрый день, уважаемые пчеловоды, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам расскажу о своей методике, как я подготавливаю осенью семьи к зимовке, чтобы эти семьи удовлетворительно хорошо перезимовали и чтобы весной они могли интенсивно развиваться. И в последующем, по моей методике, где-то в начале мая начинать уже мне формировать отводки. Я сейчас вам покажу, чтобы мои слова не расходились с делом, я вам сейчас покажу некоторые семьи, которые во время подкормки имели большую силу семей пчел. И в результате они, имея 9-10 рам гнездовых, не вмещались в гнезде и строили сотики за ограничительной доской. Эта семья, допустим, сразу мы смотрим, смотрите. Вот, имеет она 9 рамок гнездовых. И настолько много, ну сейчас холодно, они уже в гнездо вошли. Но во время подкормки, это уже начало сентября, я подкармливал. Видите, как они настроили сотику? Полностью корпус 12 рам они достроили. Значит, если вытянуть эту рамку, то пчелы будут сидеть за доской. Вот тоже 9 рам сотики отстроили. Даже некоторые пчелки остались. И они зашли туда. И все за... Пчелки. Пчелки сидят за доской. То есть пчелки зашли в гнездо. Тут тоже 9 рам. Вот сколько настроили сотик. Как правило, опытные пчеловоды для следующего сезона готовят пчелосемьи с осени. Я в начале мая, как уже говорил, от каждой основной семьи делаю отводки. Поэтому мне с осени необходимо готовить сильные семьи, чтобы, перезимовав, семьи оставались такими же сильными, здоровыми и начали интенсивно развиваться. Какая моя методика подготовки семей осенью к зимовке? Вся моя работа в течение сезона направлена на поддержание сильных семей на период главного взятка и в последующем удержание сильных семей после главного взятка, когда идет накопление молодых, физиологически неизношенных, готовых к суровой, длительной зимовке пчел в семьях. Что я для этого делаю? И какие мои условия я соблюдаю обязательно? Первое условие. В каждой семье ежегодно меняю маток. Это способствует энергичной и продолжительной работе матки, ее яйцекладки в каждой семье. Также наличие молодой матки это говорит и будет говорить о благополучной зимовке. Это как правило. Второе условие, которое я соблюдаю. Во время главного взятка
не ограничиваю матку в червлении или в яйцекладке. Это обязательно мое условие. Некоторые пчеловоды ограничивают матку в яйцекладке, чтобы повысить медопродуктивность каждой семьи. Я это игнорирую за счет того, чтобы поддерживать силу семьи. И не ограничиваю матку в яйцекладке. Третье условие. Обязательно по специальной методике провожу первое профилактическое лечение семей от воротоза. Это я делаю до главного взятка. У меня есть видео, где я об этом рассказываю и как я вот эту методику провожу. Можете посмотреть. Четвертое условие. Слежу, чтобы в гнездах было достаточно количества углеводного и белкового корма. Я уже об этом говорил. Я не начинаю делать отводки, если там недостаточно количества углеводного и белкового корма. И в последующем потом за этим слежу. Пятое условие. Во время августовской ревизии семей слежу, чтобы было достаточно свободных ячеек для очерления матки. В это время также, когда я провожу ревизию, я делаю вторичное профилактическое лечение пчелосемей от воротоза. Это тоже обязательное условие, потому что здоровье семьи – это очень важно перед зимовкой. Шестое условие. В начале сентября провожу подкормку или делаю подкормку тех семей, где это необходимо. И делаю это медовой сытой. В последнее время я подкормку делаю медовой сытой. Такая подкормка, она не изнашивает пчел и сохраняет старых пчел как можно их жизнь продолжительной, а они тем более потом способствуют сохранению молодых пчел, которые будут зимовать до весны. Это тоже важно. Вот такие условия я в основном вам рассказал, которые входят в мою методику подготовки осенью пчелосемей к зимовке. Если подвести итог всему сказанному, то можно сделать вывод, что с осени всем пчеловодам нужно готовить сильные семьи к зимовке. Тогда зимовка проходит благополучно, семьи зимовки выходят бодрыми, сильными, многопчельными и готовы приступать к любым задачам, которые ставит перед ними пчеловод в следующем сезоне. И как подготовить сильные семьи с осени, есть разные методики. Но я вам сегодня рассказал о своей методике, как я готовлю пчел осенью сильными. Поэтому, кто следит за моей технологией, кто ее повторяет, имейте это в виду. Если понравилось мое видео ставьте лайк. Те из гостей, которые впервые попали на мой канал, подписывайтесь. Участвуйте в комментариях. Всего всем хорошего. Счастливой и хорошей благополучной зимовки вашим пчелам. До следующего видео. До свидания.